Всем привет! На улице дождь, а мы начинаем читать сегодня новую книгу «Трагический январь». Книга Леонида Млечина «Президент Токаев и извлечение уроков». Как сказал GPT-чат, во все, что написал автор, лучше не верить, но автор хороший, старается подходить к написанию книг очень хорошо, поэтому слушайте, делайте выводы, комментируйте, если хотите. Леонид Млечин. Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков. Почему за трагическими январскими событиями 22 года в Казахстане с волнением следили во всем мире, и прежде всего в ближайшие соседи – Россия и Китай? Экономически успешная и богатая нефтью страна – опора политической и экономической стабильности в стратегически важном, но взрывоопасном регионе. Казахстан – самое крупное государство в Центральной Азии, а на постсоветском пространстве второе по территории и третье по численности населения. В те дни судьба страны зависела от одного человека – от президента Касыма-Жомарта Токаева. То есть, кто все это затеял, исходили из того, что президент даст слабину, испугается, а может быть и уедет из страны. И сильно в нем ошиблись. Он не мог покинуть свою страну и сделал все, чтобы ее спасти. Недовольство, вызванное ростом цен на топливо, неожиданно переросло в масштабный политический протест, а затем в террористические акции, в антигосударственный заговор. Но до сих пор многое непонятно. О том, что же приключилось в январе 22 года, и о сегодняшнем Казахстане, который России сосед, партнер и союзник, рассказывает новая книга Леонида Млечина, побывавшего на месте событий. Также эта книга, как и все остальные, участвует в розыгрыше за лучший комментарий. Поэтому пишите, комментируйте, если что, я вам ее постараюсь завести. И, как обычно, по вот этому QR-коду вы можете отправить донат на Каспи, либо по ссылке в описании на любую другую книгу, мы ее купим и почитаем вместе с вами. Всем приятного просмотра и прослушивания. Всем привет! Продолжаем читать книгу. Сегодня у нас 18 глава. Пандемия ломает все планы. Новый президент Касым-Жомарт Токаев занялся политической трансформацией страны. Он выдвинул концепцию слышащего государства, которое оперативно и эффективно реагирует на нужды граждан. Это когда чиновники отвечают перед народом, политики перед избирателями. Это развитие местного самоуправления. Это плюрализм мнений и различных точек зрения. Это политический диалог и конкуренция. Вскоре после выборов он выступил с первым посланием к народу Казахстана на казахском и русском языках. Успешные экономические реформы уже невозможны без трансформации общественно-политической жизни страны. Если митинги не преследуют цель нарушения покоя граждан и нарушения закона, надо идти навстречу и выделять места для их проведения. Причем не на окраинах городов. Но антиконституционные акции и хулиганство будут пресекаться. Земля иностранцам продаваться не будет. Земля должна принадлежать тем, кто на ней трудится. Малый бизнес освобождается от уплаты подоходного налога на 3 года. Разрешается использовать накопления в пенсионном фонде до выхода на пенсию, на получение образования и приобретение жилья. Президентом двигало желание избавить людей от равнодушия, черствости и профессионального цинизма чиновников. Как глава государства вижу свою задачу в том, чтобы содействовать развитию многопартийности, политической конкуренции и плюрализма мнений в стране. Токаев давно в высших эшелонах власти, но ясно и четко представлял себе жизнь людей, их заботы и проблемы. Понимал, что нужно стране и чего от нее ждет народ. Люди вправе выражать несогласие с теми или иными действиями властей, и к этому надо прислушиваться. Новый президент хотел сделать прозрачной систему власти, от министров до акимов, местных руководителей. Я спрашивал президента, концепция слышащего государства противоречит традиционным установкам. Что вас заставило проводить ее в жизнь? Я работал в парламенте в течение 9 лет, с перерывом возглавлял Сенат. Конечно, я знакомился с письмами наших граждан, видел ситуацию на местах. Люди не всегда были довольны, а если сказать более объективно, были недовольны тем, как к ним относится власть,
органы управления, акиматы. Поэтому я поставил задачу внедрения концепции слышащего государства. Государство должно слышать заботы, тревоги своих граждан. Оно не должно устраняться от решения проблем. Некоторые считают, что государство отдельно, а граждане отдельно. Возможно, такая практика существует в целом ряде стран, которые достигли очень больших успехов в развитии малого и среднего бизнеса, где в принципе предпринимателю все равно, кто находится у власти. Наши же граждане по-прежнему политизированы, потому что они ждут заботы и опеки со стороны государства. Поэтому им не все равно, кто президент в этой стране, кто премьер-министр. Я вижу, что вы, с одной стороны, избавляете бизнес от безумных проверок, с другой стороны, возглавляете на людей ответственность, когда стали выбирать акимов, а не назначать их. Это серьезные перемены. Да, в первом послании я сказал, что на 3 года мы освобождаем малый бизнес от всех налогов и проверок. Конечно, были жалобы со стороны проверяющих контрольных органов, что, дескать, бизнесмены злоупотребляют этим поручением и добрым отношением к бизнесу. Но я сказал, что это ответственность предпринимателей. Если они, как сейчас принято говорить, переходят за красную черту, мы должны принимать меры, в том числе и в плане обеспечения пожарной или санитарной безопасности, если речь идет, допустим, о ресторанах, кафе. Но я почувствовал, что им надо дать возможность немного подняться на ноги и развиваться свободно. Я подумаю, продолжать ли эту практику. Во всяком случае, малый и средний бизнес находятся в фокусе моего приоритетного внимания. Избрание сельских поселковых акимов – это очень важная часть моих политических реформ. Им нужно дать самостоятельность, и политическую, и, самое главное, финансовую, поскольку выборы обязательно сопровождаются принятием законов о том, что они должны иметь надлежащий бюджет в своем распоряжении. И выборы, несмотря на опасения некоторых граждан, прошли довольно организованно, демократично, получили хорошую оценку со стороны зарубежных наблюдателей. По закону акимы, губернаторы и мэры областей, городов республиканского значения и столицы назначались президентом в согласии маслихатов, представительских органов. Акимы районов, сельских округов, поселков утверждались местными депутатами. Токаев принял принципиальное решение – местных руководителей будут избирать местные жители. Мне подсказывали, что не надо увлекаться выборами, что, мол, районные акимы – это опорная сила областных акимов, правительства и что там надо контролировать, то есть, по сути дела, назначать. Но мы перешли и к выборам районных акимов. Вы изменили законодательство о митингах с разрешительного на уведомительное. Наверное, вам говорили, зачем это нужно? Теперь люди будут собираться и вас тоже критиковать. Вас это не пугает? Абсолютно не пугает. Более того, считаю, что мы приняли очень хороший закон. То есть в каждом крупном городе мы определили 3 места. Причем не где-то на окраине, а в центре. Это было мое требование. И порядок уведомления. Вы уведомляете за неделю местные муниципальные власти, акиматы о том, что проводите митинги на такую тему. Вступает взаимная ответственность за безопасность митингующих, за сохранение порядка в общественных местах, и чтобы эти митинги не беспокоили людей, которые не хотят участвовать в них. Но мы и не допускаем, что во время этих митингов звучали антиконституционные лозунги, призывы к проявлениям экстремизма и тем более терроризма. Все остальное согласно заявленной теме. Впервые в казахстанское законодательство вошло понятие института парламентской оппозиции, а это важная часть политической жизни развитых стран. Оппозиционным партиям, представленным в парламенте, гарантируются должности председателя, одного или секретарей 2 постоянных комитетов палаты. Они также получили право инициировать проведение парламентских слушаний и определять повестку дня правительственных часов. Токаев. Институт парламентской оппозиции значительно усиливает роль всех политических сил. Таким образом, мы содействуем развитию многопартийности и укреплению парламентаризма в стране. Некоторым партиям не хватало голосов, чтобы пройти в мажилис и маслихаты. В каждой партии есть знающие, квалифицированные граждане.
Они поднимают многие актуальные вопросы, которые должны быть озвучены с высокой трибуны парламента. Если представители этих партий пройдут в парламент, дискуссии станут более продуктивными и полезными. Они внесут существенный вклад в повышение качества законотворческой работы. Это позволит учесть мнение максимально широких слоев населения при выворотке государственной политики. Токаев снизил порог прохождения в парламент для политических партий с 7% до 5%. Ввели графу «против всех» в бюллетенях на выборах всех уровней. Токаев. В мировой практике закреплено право человека легитимно выражать свое несогласие с выборами или голосовать против всех кандидатов. По сути, и для нас нормальным явлением должно стать альтернативное мнение и голосование против. Поэтому в избирательные бюллетени всех уровней следует ввести графу «против всех». Эта инициатива создаст условия для защиты избирательных прав граждан. Вот такие законы инициировал Токаев. При распределении депутатских мандатов количество представителей трех категорий – женщины, лиц, не достигших 29-летнего возраста, лиц с инвалидностью – должно составлять не менее 30% от общего числа полученных партией депутатских мандатов. Токаев подписал закон, который ввел 30% квоту для женщин и представителей молодежи в избирательных партийных списках. На сей счет есть разные мнения, но это возможность сделать так, чтобы назначение женщин на высшие посты стало реальностью. Во многих странах женщины становятся министрами обороны, занимают должности, прежде зарезервированные за мужчинами. Женщины набирают вес в парламентах. Сейчас в мире женщины-депутаты составляют почти четверть всех парламентариев, в 2 раза больше, чем 2 десятилетия назад. Они изменили привычный образ женщины-политика, которой положено заниматься лишь здравоохранением или образованием. Я спросил президента, довольны ли вы квотированием депутатских мест для молодежи? Это очень важная проблема. Молодежь не имеет возможности участвовать в политической жизни, и поэтому сама тянется к радикализму. Вы явно как раз об этом задумались. Токаев. Считаю, что молодежь нужно привлекать к политике. Я создал президентский молодежный кадровый резерв. Там 300 человек. Из них 190 занимают достаточно важные государственные должности. Эту политику я буду продолжать, потому что мы не будем вечно у власти. В конце концов, нужно позаботиться о том, кто придет к рулю управления государством. Это очень серьезный вопрос. Я ввел квоты и для женщин, между прочим. А сейчас я заявил о том, что нужно позаботиться и о людях с ограниченными возможностями. Решением президента Токаева не только для молодежи и женщин, но и для людей с ограниченными возможностями выделяются квоты в представительных органах власти. Это позволяет им быть услышанными и добиваться принятия необходимых законов. Его политика понятна. Казахстанцы должны знать, что происходит во власти, и исходить из того, что облеченные властью люди отнюдь не сакральные персонажи, а ответственные за свои поступки чиновники. Одной из самых актуальных задач остается полноценная реформа правоохранительной системы, сказал президент Токаев. Образ полиции как силового инструмента государства будет постепенно уходить в прошлое. Она станет органом по оказанию услуг гражданам для обеспечения их безопасности. Следует модернизировать и юридическую сферу, добиться независимости суда. Кого взять за образец? Страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития ОСР, объединяющую наиболее развитые государства. Он говорит очень откровенно. Оперативные сотрудники, выявляющие преступления и следователи, принимающие процессуальные решения, работают в подчинении у одних и тех же начальников, для которых главной задачей является раскрытие преступления и направление дела в суд. Но права и свободы граждан не должны страдать в угоду показателям. Что касается прокурорского надзора, то он носит запоздалый характер. Прокуроры знакомятся с обстоятельством дел только перед направлением в суд. Следует модернизировать уголовную сферу по примеру развитых стран ОСР. Нам нужна модель, обеспечивающая современную защиту прав граждан и отвечающая высоким международным стандартам. Считаю необходимым внедрить в Казахстане трехзвенную модель с четким разделением полномочий. Полиция должна выявлять преступления, устанавливать причастных лиц,
собирать и закреплять улики. Прокурор обязан давать независимую оценку собранным доказательствам, пресекать нарушения прав граждан, не допускать вовлечения добросовестных граждан в уголовный процесс, поддерживать обвинения в суде. Суд будет рассматривать жалобы на действия органов и выносить окончательный вердикт по делу. Такой подход укрепит систему сдержек и противовесов, создаст на каждом этапе эффективные фильтры. Нужно помнить, что от ошибок в уголовных делах зависят судьбы людей. При Токаеве водителей в Казахстане освободили от необходимости иметь при себе водительское удостоверение, техпаспорт, страховой полис и документ о прохождении техосмотра. Это забота полиции, а не человека. Некоторые решения Токаева кажутся особенно удачными. Президент сказал, в условиях дефицита финансовых средств нет смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный счет. Миллиарды тенге из бюджета государства и квазигоскомпаний расходуются неэффективно. Приоритет нужно отдавать массовому спорту, физкультуре и, конечно, детям. В каждой области, крупных районах, центрах следует открыть спортивные секции. Тратить деньги надо не на профессиональный спорт, а на физическую культуру всех и каждого. В школе должен быть бассейн, своя спортивная команда. Тогда молодые люди войдут во взрослую жизнь крепкими, здоровыми, готовыми преодолевать любые трудности. Успех одновременно государства зависит от умения создать экономику, основанную на знаниях, способную осваивать технологические инновации и глобальные сети. Наши государственные компании, отметил президент, превратились в громоздкие конгломераты, международная конкурентоспособность которых вызывает сомнения. Наша цель – обеспечить полноценное развитие рыночных институтов. А ведь на постсоветском пространстве многие все еще считают, что предприниматель – это что-то сомнительное. Бизнесменов нужно контролировать, а вовсе не помогать им. Но президент Токаев исходит из того, что задача государства – помогать бизнесу, а не командовать им. «Моя позиция по этому вопросу, – сказал Токаев, – известна. Любое незаконное вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, воспрепятствование работе бизнесменов должны восприниматься как тягчайшее преступление против государства. Бороться надо с мошенниками, подчеркиваю, именно с мошенниками, аферистами, но нельзя допустить, чтобы лекарство оказалось гроши болезни. Я знаю, что сейчас имеются нарекания по работе правоохранительных органов. В ходе наведения порядка они могут, работая по старинке, так сказать, зацепить порядочный бизнес. Поэтому открыто заявляю, принцип «лес рубят, щепки летят» тут неприемлем. Став президентом, Касым-Жомарт Токаев учредил Агентство по стратегическому планированию и реформам, которое подчиняется ему напрямую. Затем образовал и Высший совет по реформам. И сразу призвал своих помощников. Высший совет по реформам не должен превращаться в клуб мечтателей. Жизнь за окнами наших кабинетов развивается по сложной траектории. Сейчас мы вынуждены принимать решения, связанные с повышением цен на продукты первой необходимости и в целом с ростом инфляции. Масса других вопросов, затрагивающих обычную повседневную жизнь наших граждан. Возьмите, к примеру, засуху, которая отрицательно сказывается на состоянии животноводства. Мы должны ходить по земле, грубо говоря. И обозначил еще одну опасность. Как только появляются в печати большие цифры, связанные с реализацией крупных проектов, особенно в области инфраструктурного строительства, тут же эти цифры становятся предметом пристального внимания со стороны профессиональных охотников за такими проектами, желающих отжать соответствующие средства в свои карманы. Давайте будем говорить откровенно. Мы это знаем. Поэтому я хотел бы очень серьезно предупредить правительство и соответствующее агентство. Внимательно подумайте над этой проблемой. Касым-Жомарт Токаев заявил, что длительный нефтяной суперцикл завершился. Необходима по-настоящему диверсифицированная, высокотехнологичная экономика. Принципы нового экономического курса. Ведущая роль частного предпринимательства. Честная конкуренция, открытие рынков для нового поколения предпринимателей. Развитие человеческого капитала, инвестиции в образование нового типа. Озеленение экономики, охрана окружающей среды, государственный аппарат. Принял решение Токаев, будет сокращен на четверть. Необходимо разгосударствление экономики и большая приватизация. Потому что государство не лучший хозяйственник.
7 октября 2001 года президент подписал указ об утверждении перечня национальных проектов. Он одобрил 10. Первый. Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина. Здоровая нация. Второе. Качественное образование. Образованная нация. Третье. Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев. Четвертое. Технологический рывок за счет цифровизации, инноваций и науки. Пятое. Модернизация общественного сознания. Шестое. Безопасная страна. Седьмое. Сильные регионы – драйвер развития страны. Восьмое. Развитие агропромышленного комплекса. Девятое. Развитие предпринимательства. Десятое. Зеленый Казахстан. Сегодняшняя жизнь всех подгоняет. Быстрее, быстрее, быстрее. И вот что интересно, развитие техники и технологий сокращает время, необходимое на исполнение той или иной операции. Но мы вовсе не наслаждаемся свободным временем. Напротив, все жалуются на то, что времени катастрофически не хватает. В чем же причина? Это наше стремление реализовать как можно больше новых возможностей, которые открывает сегодняшняя жизнь. Дышать полной грудью, сделать и успеть как можно больше – вот цель современного человека. Но этот голод на новые вещи и возможности никогда не может быть полностью удовлетворен. Не имеет значения, как много мы успеваем. Это все равно значительно меньше того, что мы упускаем. Это рождает обиду, гнев, раздражение. Жизнь становится лучше, если избегать ссор, скандалов и выяснения отношений. Если от природы наделен легким нравом и чувством юмора, это избавляет от многих проблем. Однако же земная жизнь протекает не в райских кущах. Без конфликтов не обойтись. И неправильно всеми силами их избегать, то есть уклоняться от откровенного выяснения отношений. Токаев очень торопился реализовать свои идеи и изменить жизнь страны. Казахстан стал привлекателен, и его наводнили гастарбайтеры из Китая и Турции. Но все планы были остановлены пандемией и экономическим кризисом. Я спрашивал президента: вы один из первых руководителей государства, который понял, что происходит что-то чудовищное. Вы одним из первых отреагировали на сообщение из Китая. Это потому, что вы Китай знаете и понимаете, что и как там происходит? Еще до того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о возникновении этой болезни, причем заявила совершенно откровенно, что болезнь своим происхождением имеет Китай, в конце 2019 года, я стал получать сообщения о появлении в Казахстане какой-то загадочной пневмонии, от которой люди буквально в течение недели умирают, и традиционное лечение не помогает. Меня это сильно насторожило, поскольку я почувствовал, что грядет что-то необычное. Мы были свидетелем птичьего гриппа и прочих болезней, но я подумал, что на этот раз все более серьезно, раз можно от болезни умереть в течение одной недели. Мы ждали реакции ВОЗ, поскольку мы все ориентируемся на эту организацию. К сожалению, она на начальном этапе не проявила себя в должной мере и почему-то тянула с объявлением о том, что это пандемия. Но как только появились первые случаи заболевания на территории Казахстана, я объявил режим чрезвычайного положения. Мне говорили, что, дескать, что 10 человек не страшно, максимум 5000 заболеет. Это самое страшное. Мы смогли наладить сотрудничество с Россией. На базе российской технологии мы производим спутник Ви. Я сам им привился. Далее мы привезли китайский Синовак. Затем произвели свою вакцину Казвак. Мы в качестве гуманитарного сотрудничества поставили Казвак другим странам. Господин президент, вот вы стали главой государства. У вас огромная программа, которую вы начали реализовывать. И вдруг пандемия. Вы когда-нибудь подходили к зеркалу и говорили: почему это обрушилось на меня сейчас, когда у меня такие замечательные планы? Я далек от подобного рода эмоций, тем более пандемия коснулась не только Казахстана, но и всего мира. С медицинской точки зрения было очень тяжело, потому что не было протоколов лечения и не было лекарств. Как только было объявлено чрезвычайное положение, мы закрыли предприятия, магазины, малый и средний бизнес. Очень пострадал. Мы приняли беспрецедентные меры, имея в виду, что такие меры в других странах не принимались.
Речь идет, во-первых, о раздаче денег. Это так называемые вертолетные деньги. 42 500. Но ни мне, ни моей жене не дали таких денег. Хоть мы заявление и подали, но, увы, нам было не положено. Я посчитал, что это нужно сделать. Нужно поддержать не только материально, но и морально наших граждан. Во-вторых, мы простили кредиты бизнесменам, стали давать им рассрочку и другую помощь. Когда открыли торговые центры и другие подобные места, мы ввели систему. В России она называется QR, а у нас АШИК – открытый. Наши люди не используют наличные средства, а пользуются телефонами, чтобы оплатить покупки и услуги. Технологически мы достаточно неплохо выглядим на фоне других стран, даже России. Цифровизация стала частью нашей обыденной жизни. И этому я уделяю повышенное внимание. 15 марта 2020 года президент Казахстана подписал указ о введении чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. 16 марта обратился к казахстанцам. Для меня нет ничего важнее жизни каждого соотечественника. Объем выделенной помощи составит 30 миллиардов долларов, 8,5% ВВП Казахстана. Я спросил президента: на меня произвело впечатление ваше решение раздавать людям деньги. В моем восприятии, когда люди поднимаются на вершину власти, они вынуждены отказываться от каких-то человеческих эмоций, а вы явно не отказались. Я видел, как в начале пандемии люди страдали, находились в состоянии паники. Должно быть элементарное сострадание к людям. Может быть, с точки зрения рыночной экономики и, как сейчас говорят, эффективного менеджмента, это было странное решение. Во всяком случае, такого рода мнения я слышал. Да, мы потратили деньги. Было 2 кампании раздачи денег. Это $100 на семью. Но я не сожалею об этом. Мы поддержали их не только материально, но и морально. То есть наши граждане увидели, что и президент, и правительство заботятся о них. Это очень важно с точки зрения морального состояния общества. Вы стопроцентно правы, но я столько раз слышал, что политик, как и хирург, не должен думать о том, что испытывает пациент, когда его подвергают операции. И ваша линия входит в противоречие с такими типичными представлениями о том, как должен вести себя политик. Политики ведут себя по-разному. В том числе это зависит от финансовых возможностей государства. Есть страны, где президенты хотели бы помочь своим гражданам, но просто нет такой возможности. Пандемия, конечно, наложила серьезный отпечаток и на понимание того, что нужно управлять государством в критической ситуации. Конечно, это мощнейший шок для всей мировой торговли, и пандемия не в последнюю очередь отрицательно сказалась на мировой ситуации. В те критически трудные месяцы растерявшиеся люди жаждали увидеть лидера, способного взять на себя ответственность за происхождение за происходящее и спасти страну от хаоса. Что было необходимо? Практичный, прочный и последовательный план действий на долгосрочную перспективу. Пандемия стала стресс-тестом для всех государств. В борьбе с вирусом сталкиваемся с множеством трудностей, откровенно сказал президент. Правительство извлекло уроки из своих ошибок, сумело перестроиться буквально на ходу и быстро наладить работу. Самое главное, мы не скрываем от наших граждан ничего, говорим о потерях правду, какой бы горькой она ни была. И это отличительная черта Казахстана. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не потерять канал. Послезавтра будем читать дальше. Всем пока-пока.